Всем привет! Вот продолжаю дышать воздухом уже в другом месте. Значит, еще один ролик по просьбе подписчиков, как бы высказать свое мнение по поводу поездки заместителя госсекретаря Нуланд в Индию. Значит, во-первых, скажу так, ситуация уже начинает как бы становиться чуть абсурдной, потому что наш великий Байден, не наш, а ихний великий Байден, у нас великий Трудо, а у них великий Байден в Америке. Вот великий Байден заявляет всем при каждом случае, что Путину хана, что он заперт в угол, и что он в безысходной ситуации, хотя он постоянно ему выкидывает какие-то фишки по-путински, так сказать, интересные, что все в шоке. Но вот он в безысходной ситуации и заперт в углу, и все, ему хана, короче. И что же в то же время делает Америка по просьбе великого Байдена? Вот очень интересно, вы знаете, я говорил в роликах, как Америка кинулась к Саудовской Аравии, в принципе, союзникам, и немножко обломалась там, и даже уже вплоть до того, что уже они уже посылают им ракеты для систем Patriot, которые Саудовская Аравия просила уже несколько месяцев, но вот как-то не доходили руки до них, а вот сейчас вдруг дошли срочно, и вот они им посылают эти ракеты, надеются, что те начнут больше производить нефти. Но вот после такого холодного приема в Саудовской Аравии они кинулись даже в Иран, что Иран вообще как бы правящая партия Ирана считается как бы врагом в какой-то степени Америки, да, и вплоть до того, и они вот кинулись к Ирану с просьбой помочь им с нефтью, и дошло вплоть до того, что прошла информация, что они даже собираются, они готовы, Америка готова вычеркнуть правящую партию Ирана из списков террористических организаций, которые есть в Америке. Такой вот список у них есть. Вот они даже готовы на это пойти, вычеркнуть из списка, начать заново переговоры о ядерном оружии и так далее. Если это не показатель безысходности, то я не знаю, что показатель. И вот теперь они решили заняться Индией. Как мы знаем, Индия не сильно как бы поддерживала Запад в отношении России, продолжает торговать с Россией и так далее. И вот они кинулись в Индию. Послали они туда старушку Нуланд, да, ту самую Викторию Нуланд, которая заместитель госсекретаря США, ответственная за политику на Украине, США и так далее. Та самая, которая вот я вставил ролики, как она поймали ее разговор телефонный с послом Америки в Украине в свое время, в 2014 году. Потом с интересными высказываниями и в сторону Европы, кстати. Вот. Ее, в принципе, должны были уволить уже тогда за такой прикол. Но вот как-то не уволили. И вот поставил ролик, как она опять обделала Америку, когда выступала в комитете Сената. И не смогла на простой вопрос, который в принципе рассчитывает на ответы да или нет. Вот она не смогла ответить, потому что была под присягой и так далее. И вот ее не то что не уволили, ее вот продолжают пихать во все места. И иногда кажется, что, слушайте, она делает больше плохого для Америки, чем хорошего. Может, надо было поменять как-то кадры. Неважно. Послали, они гражданку Нуланд в Индию разговаривать с Индией. Что они хотят разговаривать с Индией? Они хотят предложить Индии перестать закупать вооружение в России и перестать как бы поддерживать Россию, поддерживать как бы деловые отношения с Россией, и обещают заменить как бы все поставки вооружения, которые идут с России, заменить американскими. Во-первых, как бы Индия как бы не берет бесплатно вооружение России, а покупает. Для Америки это, конечно, был бы хороший выигрыш на сегодняшний день с ее шатающей экономикой начинать поставлять оружие в Индию. Вот вопрос заключается, где раньше вы были? Чего ж вы раньше не поставляли оружие? Слушай, я не знаю вообще, как бы политика там внутри Индии, как индусы, как они поведут себя в этом плане. Но хочу заметить, что, на мой взгляд, как бы любят они Запад не очень сильно на сегодняшний день. Например, Канаду. Вот, вы видели ролики, как в Европе думают о Трудо. Вот я оставил ролик про лицемерие Трудо и Синха у нас в Канаде по отношению к Индии. И это хоть и было год назад,
то, что произошло, то, что они высказывались по поводу Индии. Но индусы не забыли, потому что когда в Канаде был конвой свободы, они там все СМИ просто пестрили рассказами, какой Трудо красавчик-лицемер, как он их подставлял год до этого, и как он сейчас облажался со своим конвоем. Вот. Так что я думаю, что Индия не забыла. А так как Трудо с Байденом тусуются все время, так получается, по идее, для Индии поддержать Байдена сегодня это то же самое, что поддержать Трудо, как бы. А вот Трудо они совсем не хотят поддерживать, я думаю. Так что думаю, что тут Трудо тоже запорит хорошо Америке в плане попытки как-то оборвать отношения Индии и России и начинать поставлять им вооружение и так далее. Я не знаю, сколько денег они пообещают Индии и сколько вооружения они пообещают Индии, но я думаю, что Индия на сегодняшний день смотрит и как бы пытается понять, окей, вот Саудовская Аравия в свое время, когда нужна была Америке, она была союзником Америки, ей поставляли оружие, продавали оружие, все, вели себя с ними красиво. Когда как-то упала надобность в Саудовской Аравии, на них как-то стали забивать чуть-чуть. Сейчас опять появилась надобность, опять начали заниматься Саудовской Аравией. И вот тут, если в Индии там политики думают как бы рационально и в принципе логично, то должны понять, что на сегодняшний день Индия нужна Америке для давления на Россию. Но что произойдет в тот день, когда это закончится? Когда Индия уже не нужна будет Америке для давления на Россию? Будет ли Индия продолжать быть будет ли США продолжать быть союзником Индии? Или отнесется к ним как Саудовская Аравия? Смотрите, в США вот это вот есть политика пренебрежения к странам, которые не сильно им нужны, как бы вот, опять же, Саудовская Аравия, Индия, которые они пренебрегали все это время, потому что, иначе бы Индия не работала так сильно с Россией, если бы, может быть, Америка больше ухаживала за ней. Вот. Но вот не ухаживала. И сейчас вдруг понадобились, так надо ухаживать. Короче, думаю, что если Индия, политики Индии думают рационально, то Нуланду не дадут отбой, Америке дадут отбой, и все, что она там будет ляпать и говорить, именно на нее даже как на личность надеяться будет невозможно, потому что она порит всякую чушь. Она может в Европе целоваться с Европой, а потом посылать их в одно место, когда говорит со своим другом и так далее. Но вот вопрос, что будет с Индией. Значит, мое мнение, Индия не пойдет с Америкой, даст им отбой. Не знаю, конечно, все зависит от того, насколько сильно они захотят их купить, индусов, но если думать будут они рационально, то они, конечно, Америку пошлют. Плюс к тому, что Америка очень хорошо тусуется как бы в коалиции с Канадой, а Канаду индусы совсем недолюбливают из-за происшествий с фермерами в Индии тогда, когда они бастовали. Причем хочу заметить, я это говорил в ролике лицемерия, но может кто это не видел. В Индии была забастовка фермеров, сикхов, и они как бы заблокировали тоже дороги и так далее. И вот тогда как раз Трудо и наш сикх главный Сингх выступили и сказали, что индийское правительство должно демократическим путем с ним разговаривать, с этими фермерами, не имеет права применять силу и так далее, и что Канада будет поддерживать демонстрации за свободу. Вот такая вот тема была у них тогда. Вот. И индийцы, конечно, индусы на них хорошо оторвались, когда вот был конвой свободы в Канаде, и припомнили им все это. Причем, опять же, интересная тема, что в Индии никого не арестовали из протестантов. С ними все решалось в судах, с ними было очень много диалогов, чтобы решить проблему, и очень много судебных разбирательств, и в конечном итоге почти что после года, с того, что это началось, они фермеры добились того, чтобы изменили те законы, которые хотели принять, которые бы навредили фермерам. Понимаете, вот Индия показала себя супердемократической страной, на мой взгляд, действительно выслушала проблемы, пыталась решать их через суды, пыталась все было цивильно, никаких разгонов лошадьми, никаких арестов, счета никто никому не арестовал. Вот такая вот была краткое содержание того, что тогда было. Так что я думаю, что индусы, я бы на их месте даже только из-за Труда не пошел бы с Америкой. Не говоря уже о всех остальных причинах, по которым им с Америкой на сегодняшний день тяжело было бы работать, потому что, опять же,
сегодня нужны, а завтра тусуйтесь. Вот. Вот такое вот понятие в Америке сейчас, к сожалению, существует. Вот. И поэтому как бы вот на вопрос об моем мнении по поводу попыток США как-то разорвать отношения с Россией, я считаю, что не получится у них. И по поводу того, что, ну, может быть, кто-то и заперт в углу, но Америка, по крайней мере, себя сейчас ведет просто как в безысходной ситуации, как будто она заперта в углу в безысходной ситуации, потому что кидается на все, что только может, на всех, кого только может, пытается найти поддержку у всех, кого только может. И, ну, не получается у нее как-то, да, вот все-таки все потихонечку говорят ей нет. И я думаю, что Байден уже начинает понимать, что со всем его пафосом, таким американским, как великий Байден, вот, он все-таки начинает потихонечку понимать, что, слушай, хотя, честно сказать, этот маразматик, может, ничего не понимает. Уж довольно-таки старенький парень. Вот, потому что говорит чушь тоже очень часто, не знаю. Ну, вот такой вот ролик. Надеюсь, что мое мнение кому-то понравится, кто-то согласится. Уверен, что будут люди, которые не согласятся. Но это, в принципе, абсолютно нормально, у каждого свое мнение. Ну, продолжайте мне писать, буду очень рад освещать интересные вам темы, проверять и как бы говорить, что думаю я по этому поводу. Опять замечу, я не являюсь экспертом в экономии, экспертом в политике. Я простой, ну, просто человек, который вот сидит, смотрит на эти все новости, да, и думает, я не русский, да, я русскоязычный, я не русский, я никогда не жил в России, никакого отношения с Россией не имею, с Путиным не встречался, руки не жал, олигархов никогда в глаза не видел. Так что мое мнение, и причем живу я на Западе, так что мое мнение как бы довольно-таки все-таки нейтральное, что бы ни говорили, и никто мне ничего не платит за это. Вот. Ну вот такое вот окончание ролика. Всем спасибо, надеюсь, вам понравится.